Всем привет! Сегодня обозреваю ящики для инструментов модульные Hans Körner. Задолбавшись с макпаками, которые каждый раз заставляют ковыряться в защелках, я собрал себе новую систему. Недорогую, совместимую с Thanos и местами своеобразную. И вот главный вопрос. Это нормальная альтернатива или очередной дешевый компромисс? Почему именно Hans? Это адекватный по цене вход в экосистему Thanos-подобных чемоданов. Но у этого входного билета есть и обратная сторона. Это люфты, идиотские наклейки, нестабильность по стыковке и общее ощущение, что продукт нормальный, но недоделанный. Сейчас покажу, где это терпимо, а где уже бесит. Что они из себя представляют? Велосипед изобретать не стали. Это гибрид систейнеров второго и третьего поколения. Две ручки сверху и на торце, которые кое-как защелкиваются, чтобы не болтаться. Почти. В самом мелком при стыковке передняя ручка немного болтается. От макпаков скопировали прорези верхней крышки для ремня. Как по мне, идея сомнительная. Если бы они были, например, здесь, еще может ничего повесить вот так на плечо. А так хрен его знает. Да и какой вес эта фиговинка выдержит-то? Чем они вообще отличаются от фистуловских? Первое – это, конечно же, цена. Грубо, разница $100 за каждый чемодан. Уже ни хера себе. А если вам надо десяток этих чемоданов? Стоп, а оплатить за это все кто будет? Денег настолько нет, что мы даже фильтры для кофе не покупаем. Я утром кофе делал через туалетную бумагу. По АБС-пластику тоже все ожидаемо. У Thanos он дороже и приятнее. У Ханса попроще. Не фольга, но и не премиум, конечно. Качество литья. В дорогом оно идеальное, без облоя, все гладенькое. И, конечно же, люфты и зазоры. У Фистула все изумительно, а у Ханса аккордеон. Для некоторых это критично, мне как-то пофиг. Как они стыкуются? Так же, как и фистуловские. Задние ножки верхнего чемодана заходят в выступы крышки нижнего чемодана и поворотом защелки фиксируются. А как с другими? С систейнерами второго и третьего поколения все отлично, а вот с первым затык. Покажу на макпаке. У Ханса нижний зацеп 10 мм. А чтобы он нормально зацепился, нужен 5. Потому что между ними зазор. Притом на одних он как раз 5 мм, а на других 10. То есть одни стыкуются, а другие надо дорабатывать напильником. У меня этих чемоданов 10 штук, и только 3 из них нормально соединяются. По-моему, это косяк. И из этого выходит следующий, с их же тележкой. Если поставить ящик с 5-миллиметровыми выступами, он защелкивается одним движением пальца. А если выступы 10 мм, то защелки еще попробуй застегни. Быстрее киянкой вколотить. Размеры. Их 4. S, M, L и XL. И они почти соответствуют систейнерам. Почти. Соответственно, S это единица, M это двойка, XL это тройка, а L, можно обозвать как 2,5. Четверки и пятерки нету. Из-за выступов в лоб мерить их бессмысленно. Так что все цифры будут примерные. Внутренний размер 38,5 на 27,5 см. Глубина чемодана до крышки. S 7,5 см, M 12,5 см, L 15, XL 18,5. С толщиной пластика тут бардак. В одном месте стенка нормальная, в другом потоньше. Не фольга. Чемодан L я не понял. По размеру он чуть-чуть больше двойки, но стоит при этом дороже, чем тройка. Хотя, если вам в систейнере двойки не хватало пару СМ, это вот прям он. Если хотите засунуть 18-вольтовый инструмент в единичку, то шурик, у которого самое широкое место 80 мм, можно засунуть только туда, где нет ручки. Если засунуть его под ручку, ящик не закроется. Вес по порядку. S. Кило 600, М кило 900, L 2 килограмма, XL 2,300. Итак, давайте-ка прикинем плюсы и минусы. Плюсы. Соотношение цена-качество. За свои деньги я считаю отлично. Это такой добротный середняк.
Совместимость с экосистемой Thanos. Они стыкуются как с фистуловскими чемоданами, так и со всеми остальными макпаками, металлоками и так далее. Не всегда, не сразу, но соединяются. И с этого можно начать собирать свой комплект. Я построю свой парк с блэкджеком и шлюхами. Минусы. Все косяки здесь, по сути, это расплата за цену. Вы платите меньше и получаете больше люфтов, больше затыков и меньшее ощущение монолитности. Но еще минус, что в комплекте не идет удалитель наклеек. Использование этих ящиков начинается с их отдирания. Они облеплены, как новогодняя елка. Вот весь рекламный буклет поместили. И как только вот наклеечка тут где-нибудь отходит, эти чемоданы превращаются в магнит для пыли. Обычно так обклеивают самое дешевое шило. А тут бренд претендует на то, что это середняк или вообще проф. У них вообще какая-то болезнь на этот мусор. Даже в ближайшем строительном висит их шуруповерт, на который какой-то гений налепил наклейку прямо на патрон. То есть, где ты рукой зажимаешь, насрано клеем. Это гениально. Нюанс. Он тут очевидный. Так как чемоданы черные, любой отпечаток, каждая пылинка, песчинка на них хорошо видна и бросается в глаза. Если вы аккуратист, оно вам не надо. Итог. Он простой. Это хороший рабочий вариант. Если вам нужна модульность, совместимость с экосистемой Thanos, и вы не готовы платить за оригинал. Но если вас бесят люфты, затыки и ощущение недоделанности, лучше подкопить на фирму. Подписывайтесь, чтобы не потерять видео про чемоданы, снятое на чемоданы, сидя на чемоданах. Обязательно пишите, какой системой хранения и транспортировки вы пользуетесь. Все, всем удачи. Ну, проветришься, заходи. Еще, наверное, стоит отметить вот такие чемоданы. Мне эту хрень даже на стройрынке пытались впарить. Якобы конкурент хансовским. Все, что о них надо знать, они нормально не стыкуются с системой Thanos. То есть, это очередная проприетарная хрень. Больше всего их пропихивают с наклейкой Сеникс. Есть замечательное видео, где стоят дядьки в мерче Сеникс на фоне стенда Сеникс и якобы сравнивают эти чемоданы с ханзовскими. И пытаются доказать, что Сеникс лучше, потому что в них крутилка быстрее достается. За каким хреном ее вообще доставать, остается загадкой. Вот если вдуматься, есть Thanos. Вот есть Thanos. Это, по сути, самые продаваемые в мире модульные чемоданы, которые используют десятки, если не сотни производителей. Чтобы вы понимали, даже у одной из частей Call of Duty есть собственный систейнер. И все это соединяется между собой. И с ними же можно стыковать металлоки, макпаки, хикоки и так далее. И к ним, соответственно, легко подобрать всякие столешницы, тележки, держатели всего на свете и кучу других обвесов. И предлагается вместо этого за те же деньги, что стоит Ханс, купить вот эту проприетарную бодягу, которая не стыкуется ни с чем и производится только одной китайской фирмой-однодневкой. Нет! Это просто тупо!